Good morning, everybody. We will continue our talk, our lecture from yesterday on shame. Мы сейчас продолжим нашу лекцию со вчерашнего дня, посвященную стыду. If there are any questions regarding, yes, fine, regarding the talks of yesterday, then just don't hesitate. Если какие-то вопросы, оставшиеся с вчерашнего дня, то, пожалуйста. Я хотел бы для себя прояснить взгляд другого. Он всегда объективирующий? Или есть там взгляд любви, взгляд заботы? И вот взгляд другого в контексте диалогичности. Диалогичности? Диалога. Я and the gaze of the other in the context of the dialogue. Yes, there is certainly another gaze, which I also mentioned shortly yesterday. Да, конечно, есть еще другой взгляд, который я кратко вчера упомянул. One could even say the primary experience of the gaze of the other is the loving gaze of the mother. Можно даже сказать, что изначальный взгляд другого – это обычно любящий взгляд матери. Winnicott, famous British psychoanalyst, has spoken of the shining in the eyes of the mother, which the baby experiences. Винникот, английский психоаналитик, говорил о взгляде, о том, что ребенок расцветает, сияет в любящем взгляде матери. So this gaze is a gaze that doesn't objectify the infant, but rather envelops it. И это взгляд, который, конечно же, не объективирует ребенка, но наоборот окутывает его любовью. The first experience of a foreign, or the first experience of a foreign gaze manifests itself by the end of the first year of life. Первый опыт нахождения во взгляде другого, незнакомца, проявляется обычно к концу первого года жизни. And this is the situation where the child sees a foreign person looking at herself or at himself and becomes shy and turns away. И это проявляется в том, что ребенок, когда видит, что незнакомый человек на него смотрит, он или она начинает стесняться и отворачивается. It's also called the anxiety before strangers. Это так называется еще тревога в присутствии незнакомых. And this seems to be a first experience of a gaze that is somehow disturbing. И это такой первый опыт нахождения во взгляде, который несколько раздражает и что-то нарушает. But in the second year of life, the gaze of the other becomes, at least potentially, objectifying. Но во второй год жизни взгляд другого начинает быть, во всяком случае, потенциально объективирующим. The gaze is now can be evaluating or also devaluating. Этот взгляд может быть оценивающим и обесценивающим. And that is connected to the experience of shame and of self-consciousness. И это связано с переживанием стыда и самоосознания. And this is the gaze which Sartre has very closely examined in his philosophy. И это тот взгляд, который очень подробно описывает Сартр в своей философии.
But Sartre has certainly overseen the gaze which you mentioned, the warm or the loving gaze. Но Сартр, конечно, не учел тот взгляд, о котором вы сейчас сказали, тот любящий и дружелюбный и теплый взгляд. But since we are dealing with psychopathology and with social anxiety in this case, Sartre's analysis is quite helpful nevertheless. Но поскольку мы с вами имеем дело с психопатологией, вот в данном случае, и с темой стыда, то взгляд Сартра очень здесь уместен. Я хотела свериться. I wanted to check. Я не так много знаю о феноменологии. I'm not sure. I'm not that great with phenomenology, so it is easy to confuse me in a way. Насколько я помню, призыв Гуссерля, как отца феноменологии, назад к самим вещам. So, as I remember, Husserl, the father of phenomenology, he invited to go back to the essence of things themselves. Феноменология занимается тем, как воспринимает мир человек через свои органы чувств. Phenomenology deals with the questions of how a person perceives the world through one's sense perception. Тогда у меня вопрос вот, касается, на каком языке мы здесь говорим. Причем тут зеркальные нейроны, как я их могу через органы чувств увидеть свои зеркальные нейроны и не зеркальные нейроны клиента. And I'm wondering what language do we use here? Because when we speak about mirror neurons, these are not the things I can see in myself or in my client. И неврология причем, которую я вообще не знаю, вообще как я могу увидеть. What's the connection with neurology? I don't know anything about nervous system, and I don't know how it works. То есть вот этот вопрос об языке и соотношении, может быть, я чего-то не знаю, говорю, у меня познания скромные. And this is a question which deals with language. Which language do we use? And this is not really, this is a question to check, because as I said, my knowledge in phenomenology is very modest. Yes, thank you. And this is an important question for psychotherapy in the present time. Спасибо. Это очень важный вопрос для психотерапии вот в настоящее время. We talked shortly about mirror neurons yesterday. Мы вчера немножко говорили кратко о зеркальных нейронах. But there are many people who think that psychotherapy should use the language of neuroscience because it is somehow more adequate to what is really going on. Но некоторые люди считают, что мы должны использовать язык и вообще знание больше нейробиологии, потому что это действительно вот то, что происходит в человеке. And here phenomenology has certainly a different stance, a different point of view. И феноменология на это смотрит иначе. Phenomenology would always, as you said, stick to the things themselves, to the experience itself. Феноменология, как вы сказали, всегда остается с самими вещами, с тем, что мы воспринимаем, как мы их воспринимаем. And therefore, I did not talk about the mirror neurons yesterday, but about bodily resonance. И поэтому я не говорил вчера о зеркальных нейронах, а говорил о телесном резонансе. Because I think that these terms are better, are at least nearer to the primary experience. Потому что мне кажется, что вот термины, которые я использовала, они лучше или скорее ближе к непосредственному опыту. And it is certainly true that no one has seen mirror neurons in his life. И, конечно же, правда, что никто не видел
зеркальных нейронов никогда в жизни. That is a reason why I think it is problematic to use terms which are not connected to your life world experience. И поэтому я тоже считаю, что было бы очень проблематично использовать термины, которые не связаны с вашим реальным опытом жизни. But it depends on which approach you choose. И все зависит от того, какой подход вы выбираете. There are many psychotherapists who think it is good to speak with the patient about her brain, about her dopamine receptor, about her mirror neurons. Некоторые терапевты считают, что это совсем неплохо говорить с клиенткой о ее уровне допамина, о рецепторах допамина, о ее зеркальных нейронах и так далее. So it's your choice. Так что это ваш выбор. Well, I personally think that talking about the brain mechanisms is a kind of alienation from your primary experience. Мне кажется, что разговор о нервной системе и зеркальных нейронах отчуждает нас от собственного опыта человека. And although I have written a whole book about the brain from a phenomenological point of view, I still think it is not really necessary to know very much about the brain as a psychotherapist. И хотя я написал целую книжку, в которой рассматривал мозг с точки зрения феноменологии, я считаю, что можно обойтись без знания и без того, чтобы говорить об этом с точки зрения нейробиологии. Okay, so if there are no other questions, we continue with the phenomenology of shame. Давайте тогда, если нет других вопросов, то продолжим по поводу феноменологии стыда. And shame belongs to the self-conscious emotions which are peculiar for humans, for human development. Стыд относится к эмоциям, связанным с самоосознанием. Это особенность человека. As far as we know, even higher animals do not know shame nor guilt. И насколько нам известно, даже высшие животные не знают ни стыда, ни вины. At this point, you don't think? Вы так не думаете? Собака, любая собака, которая Any dog и демонстрирует, which just она что-то сделала не так. demonstrates that it has done something wrong. Yeah, that is a usual counterexample. Это всегда такой противопример приводит. I still would rather assume that it is a fear of being punished that is visible in the dog. Но я думаю, что все-таки это в собаке мы видим страх того, что ее накажут. If it would be really shame, it would be something that he also experiences, for example, when he's alone. Потому что если бы это был стыд, это было бы то чувство, которое он бы переживал наедине с собой тоже. As we do, we can often experience shame over something which we did, although there is no one present. Как это происходит у людей, когда мы переживаем стыд по поводу чего-то, что произошло до этого, и когда никого вокруг нет. Well, we can leave it at that, perhaps. Давайте я на этом обсуждении собаки закончу. In any case, shame and guilt have to do with the development of self-consciousness, of self-reflection. Во всяком случае, и стыд, и вина возникают в связи с развитием самоосознания и саморефлексии. So shame changes our primary experience fundamentally. Таким образом, стыд
меняет наш первичный опыт коренным образом. Because it imposes on us the perspective of the other. Потому что он накладывает на нас точку зрения другого. And shame is related to the other's gaze. И стыд очень связан со взглядом другого. So it typically arises in situations of rejection. И чаще всего, обычно, он возникает в ситуациях, когда вас отвергают. Someone comes forth and confidently addresses another person, asking her for something, for example. Например, человек подходит к другому человеку и уверенно спрашивает ее о чем-то или просит ее о чем-то. But to his disappointment, his request is rejected. He is not understood or even laughed at and experiences a painful feeling of rejection. Но к его ужасу и к его разочарованию тот человек, к которому он подошел, начинает его отвергает, смеется над ним и так далее. И этот первый человек переживает ощущение того, что его отвергли. Other typical situations of shame imply the uncovering of a hidden action. Еще одна такая типичная ситуация, в котором возникает стыд, это когда какое-то действие, скрытое действие становится очевидным, или его вскрывает кто-то. So, for example, being caught at doing something which one shouldn't do, which is frowned upon. Например, когда человека ловят на каком-то поступке, на каком-то непристойном, порицаемом поступке. Or being left unprotected to the eyes of the public. Или он предстает перед глазами зрителя незащищенным. So, quite often shame also results from the experience of making a fool of oneself, of becoming ridiculous. Очень часто стыд появляется в результате того, что человек чувствует, что он выставил себя дураком, что он смешон. So shame may result from the inadequacy of one's spontaneous behavior to the norms. Стыд появляется, когда человек ощущает, что его спонтанное поведение не соответствует принятым нормам. It may result from clumsiness or lack of body control or something, for example, in the stutterer. Он возникает, когда человек что-то делает неуклюже, или когда он теряет контроль над своим телом, например, заикается. It may result from a mishappenness, a deformity of the body, for example, in a limping person. Он происходит, когда с его телом что-то происходит, например, он начинает хромать. And finally, we also experience a behavior as ridiculous or shameful, which is artificial, which is only put on or exaggerated. И в конце концов, поведение может казаться нелепым или смешным, потому что воспринимается как какое-то искусственное, преувеличенное и неестественное поведение. So, in some, shame is caused by ridiculousness, by awkwardness, by inadequacy, by artificiality or imitation. Если подвести итог сказанному, то можно сказать, что стыд вызывается переживанием нелепости, неловкости, неадекватности, искусственности. Or taken together by the alienation of the primary lived body.
Или если это объединить, то все это можно описать как отчуждение первичного проживаемого тела. From which all of a sudden the ordinary corporeality falls out, so to speak, and is exposed. Из которого этот опыт того, что обычная ежедневная корпоральность выпадает из своей обычной модальности. There is a clash between our ambitions and our facticity. И между нашими устремлениями и фактичностью возникает столкновение. We meet at the roots of ridiculousness and shame, corporalization as well. И в основе нелепости и стыда мы видим понятие материализации. We always love when a person appears as a thing to us, as the philosopher Bergson put it. Как сказал Бергсон, философ Бергсон, мы всегда смеемся, когда человек выглядит как какая-то вещь материальная. And this corresponds to the characteristic experience of shame, being painfully affected by centripetal directions, by piercing gazes or pointing fingers from all sides. И это соответствует характеристике переживания стыда, когда человек очень болезненно, на человека болезненно влияют центростремительное направление взаимодействия, когда на него кто-то пронзительным взглядом смотрит или показывает на него пальцами. And it's a feeling of shrinking that results, such as one could sink through the floor with shame. И тогда возникает ощущение того, что ты становишься очень маленьким, и тебе хочется провалиться сквозь пол. A desperate desire to hide oneself, to become invisible. Непреодолимое желание спрятаться, сделаться невидимым. And the blushing and the heat one feels in the face corresponds to the painful gazes, which are felt like hot rays. И ощущение, что ты краснеешь, и что ты переживаешь жгучий стыд, который возникает в болезненном взгляде, направленном на тебя, который тебя пронизывает, как горячий луч. All this has been very nicely expressed by Nietzsche. I quote, "When someone is overwhelmed by shame, he feels like having been dazed in the midst of surging waves. He feels like being dazzled by a big eye whose look goes right through him." И все это очень хорошо описано Ницше. Я сейчас приведу его цитату. Когда кого-то переполняет стыд, он чувствует себя оглушенным посреди бушующих волн. Он чувствует себя ослепленным огромным глазом, чей взгляд пронзает его насквозь. There are also vicious cycles of relating to oneself. А здесь возникает еще и порочный круг самореферентности. So one can experience shame of one's shame. When one experiences the blushing and the embarrassment, it becomes even more shameful for oneself. Когда человек переживает стыд, он начинает краснеть, и ощущая, что он краснеет, он испытывает еще больший стыд. In the same way, patients often talk of fear, or anxiety of having anxiety. Поэтому пациенты очень часто говорят о страхе страха, то есть страхе стыда, страхе тревоги. Generally, the bodily resonance increases an emotion, as we have seen yesterday. Обычно телесный резонанс усиливает
стыд, как это мы усиливает любые эмоции, как это мы видели вчера. So that happens in particular when the emotion is connected to being seen, and the bodily resonance of blushing intensifies this being seen. Поэтому это особенно часто случается, когда человек переживает то, что он видим. Он видим, он краснеет, и это еще сильнее увеличивает его переживание стыда. In particular, this is intensified when both is combined, shame and anxiety, as is the case in social phobia. Когда эти два процесса, стыд и тревога, объединяются, это еще сильнее усиливает это переживание, как при социофобии. So it's a fear, a social phobia is a fear of shame, a shame anxiety. Социофобия – это страх стыда. Страх и тревога, стыд и тревога объединяются. There's a nice essay by the German writer Heinrich von Kleist. It is called On the Puppet Theater. Есть очень такое яркое описание того, что происходит в рассказе немецкого писателя Генриха фон Клейста, который называется «О кукольном театре». The narrator reports on a young man of exceptional natural grace who loses his innocence just before the narrator's eyes by a single remark. Рассказчик повествует о молодом человеке, наделенном невероятной природной красотой, который теряет свою невинность в результате единственного замечания, произнесенного рассказчиком. After a bath taken together with the narrator, the boy catches sight of himself in a mirror, just when he performs a gesture that reminds him of a beautiful sculpture. После того, как рассказчик и этот юноша приняли вместе ванну, мальчик смотрит на себя в зеркало и пытается принять позу, которая напоминает ему какую-то прекрасную скульптуру, которую оба персонажа видели. Quite upset, he speaks of his discovery, but the narrator only laughs and makes a mocking remark, and the young man now blushes shamefully. Он расстраивается, потому что у него это выходит, не совсем выходит, и сообщает рассказчику о том, что он обнаружил несоответствие. Рассказчик начинает смеяться и замечает какое-то такое, делает какое-то такое несколько издевательское замечание по поводу того, что происходит. И молодой человек очень краснеет. He tries now to repeat the gesture several times, but he fails in a ridiculous way. Он начинает повторять этот жест несколько раз, но каждый раз выходит смешно. From this day on, the young man is no more what he was before. И с этого дня молодой человек уже не тот, кем был прежде. And Kleist writes, an invisible and mysterious power seemed to enclose the free play of his gestures, and when a year had passed, no sign of his former charm could be noticed. И как пишет Клейст, казалось, что невидимая и таинственная сила стала помехой свободной игре его жестов. И спустя год не осталось следа его былого очарования. So as we can see here, the natural grace of the young man is already broken by the mirror, as the gaze of the other, so to speak. Как мы видели, естественное очарование молодого человека уже было нарушено отражением в зеркале.
Okay. But the natural grace of the young man is also disturbed by the ridiculous and embarrassment that the situation creates. Но еще больше оно было нарушено, это естественное очарование, еще больше было нарушено нелепостью и смущением, которое он испытал, когда увидел, что на него смотрят. And therefore his movements and behavior now gets artificial instead of spontaneous. И поэтому его движение, его поведение стало очень искусственным по сравнению с тем, каким спонтанным оно было до этого. And we can see that the gaze of the other suspends the immediacy, the spontaneity of one's bodily being. Мы можем сказать, что взгляд другого заставил спонтанность застыть. Спонтанность и проявление этого молодого человека, естественное, застывает во взгляде другого. The attention of the ashamed person is now turned towards his body and leads to a vicious circle. Внимание молодого человека теперь обращено на проявление его тела, и это формирует порочный круг. We can call this hyper-reflection. Мы можем назвать это гиперрефлексией. Hyper-reflection on one's own body undermines its spontaneity. Сама гиперрефлексия подрывает спонтанность проживаемого тела. And it leads to even more clumsiness, which in turn intensifies the feeling of shame. Приводит к тому, что жесты и движения становятся более неуклюжими, и это еще больше усиливает переживание стыда. This implies an experience of alienation, which throws the person back on himself. Это предполагает переживание отчуждения, которое набрасывает человека на себя, отбрасывает внимание человека на себя. And there arises dissociation between the experiencing and the observing subject. И между опытом и субъекта и наблюдающим за собой субъектом происходит диссоциация. So the ashamed person doubles by perceiving herself from the outside. Это такая внезапная инверсия приводит к тому, что человек, переживающий стыд, удваивается и начинает воспринимать себя извне и изнутри. She looks at herself with the eyes of the others. She looks at herself with the eyes of the others. She looks at her embodied self, which has become ridiculous and ashamed. Этот человек начинает смотреть на себя, на свое воплощенное «я» глазами других. И она видит что смешна, и начинает стыдиться. And it is the negation of this primary self which gives rise to self-consciousness or to the I self. Происходит отрицание ее первичного «я», которое приводит к возникновению самосознания, «я» самости. And Sartre summarizes this situation as follows. Сартр таким образом
описывает эту ситуацию. I feel shame as I appear to the other. Я чувствую стыд, когда проявляюсь для других или появляюсь для других. Pure shame is not a feeling of being this or that guilty object, but in general to be an object. Чистый стыд – это не чувство объекта, виноватого в том или в этом. Это просто чувствование себя объектом. That is, of recognizing myself in this degraded, fixed and dependent being which I am for the other. Это узнавание себя в том деградированном, застывшем, зависимом существе, которым я представляюсь для других. And thus we may say that shame is the incorporated gaze of the other. Таким образом, можно было бы сказать, что стыд – это воплощенный взгляд другого. As I said before, in early childhood, shame is preceded by feelings of embarrassment or shyness. Как я уже сказал, в раннем детстве чувство стыда, перед чувством стыда существует ощущение неловкости и застенчивости. So when the child at 8 months of age shows distress in response to strangers. Например, когда в возрасте 6-8 месяцев ребенок демонстрирует расстройство в ответ на появление незнакомых людей. But also the discovery of the child's also the discovery of the child's own mirror image at the age of 16 or 18 months. Кроме того, он в возрасте 16-18 месяцев обнаруживает свое отражение в зеркале. Is often accompanied by a feeling of embarrassment. И этому открытию часто сопутствует переживание неловкости. Shame in the full sense, however, evolves later on, from the second year of life. В более общем смысле, в более полном смысле, стыд как таковой возникает на втором году жизни. It implies a self-evaluation, a primary form of judgment. Он предполагает самооценку, то есть первичную форму критики. The objectification of the lived body is felt as a lack of self-worth. Objectification or corporalization. Объективация или овеществление своего проживаемого тела переживается как отсутствие самоценности. And it is expressed not least by the covering of the body through clothing. И оно переживается и приводит к тому, что дети стремятся прикрыть свое тело. And by the command of the privacy of excretions. И тем, что дети стараются контролировать приватность своих физиологических отправлений. So that means that the child learns to conceal his body. Это значит, что ребенок пытается скрыть свое тело. We find the same change or the same process in the paradise tale of the Genesis. Тот же самый процесс описан в книге «Бытия».
where reflection, shame and conscience are closely connected with each other. Где мы видим, что рефлексия, стыд и сознание очень связаны друг с другом. Self-consciousness and the knowledge of good and evil arise with the experience of nakedness and shame. Самосознание и знание, познание добра и зла возникают с переживанием своей наготы и стыда. Adam's and Eve's eyes are opened, as the Bible describes it. Как описано в Библии, глаза Адама с Евой открылись. And they recognize themselves in their nakedness, which they now try to hide from God's gaze. И они узнали себя в своей наготе, и теперь они пытаются скрыть ее от взгляда Бога. So shameful nakedness results from a rupture that is caused by the gaze of the other. Таким образом, постыдная нагота приводит к разрыву чистого самовыражения, этот разрыв вызван взглядом другого. But this is precisely connected with the development of self-consciousness, of self-reflection. Но это непосредственно связано с возникновением самосознания или саморефлексии. Now let us turn to the connection of shame and laughter, which is of particular importance for understanding social phobia. Давайте теперь посмотрим на связь стыда и смеха, который, я говорил уже, очень видны в социальных фобиях. For being laughed at is what the patient fear most of all, what the patients fear most of all. Потому что больше всего пациенты боятся, что над ними будут смеяться. So what do we typically experience as ridiculous? Так что же мы обычно воспринимаем как смешное? It is first peculiarities of physical appearance, such as overweight, big ears, or other deformities or stigmata. Прежде всего, это какие-то особенности физических проявлений. Например, лишний вес, большие уши и другие телесные деформации. It is odd behavior, such as stuttering, slips of the tongue, or wearing the wrong clothing in a certain environment. Это такое странное, необычное поведение. Например, заикание, оговорки, то, что человек одет в несоответствующую одежду для данного контекста. Or it is slapstick misfortunes, such as slipping on a banana peel. Смех вызывают и такие фарсовые неприятности, которые, например, когда человек на банановой кожуре поскальзывается. All these are typical occasions for laughing at others, or mockery. Это типичные случаи, когда другие начинают смеяться над человеком, смеяться или издеваться. That means deriding others as inferior from a superior position. И все это сводится к унижению другого с более высокой позиции. Generally, С позиции превосходства. Generally, we have to split this here and go to the knowledge structure. Yes. No, that's too complicated as well.
We have to go to the next. Okay. Let us turn to situation of ridiculousness. Okay. Yeah. Let us turn to situations of ridiculousness. Давайте теперь рассмотрим ситуации, в которых человек проявляется как нелепый. Take the example of an actor playing in a tragedy who is caught by violent hiccups. Например, такая ситуация, когда актер играет трагическую роль, и вдруг его одолевает икота. Here we are laughing at the grotesque discrepancy between the aspirations of a person and his factual performance. Мы начинаем смеяться здесь над гротесковым несоответствием между высшими устремлениями человека и его фактическим проявлением. And there is a clash in which the person loses control and sovereignty, as well as his harmonious bodily appearance. Здесь происходит столкновение, в котором человек теряет контроль и управляемость своим телом, пытаясь сохранить гармоничный и сдержанный внешний вид. Think of Kleist's young man once more. То же самое было в истории Клейста о молодом человеке. Or, as we have seen before, it is also physical deformities or motor peculiarities that give occasion to ridiculousness. Или, как мы уже видели выше, человека начинает высмеивать за какие-то физические несоответствия и проявления. Here it is a clash between the implicit claim of belonging to the human community and the factual misfit, which leads to shame and ridiculousness. Здесь столкновение между претензией человека принадлежать к человеческому обществу и его физическим несоответствием образа обычного человека. We can see that laughter is in a deeper sense humiliating than mere contempt, mere disapproval or devaluating words. Мы видим, что смех в гораздо большей степени унижает человека, чем просто недообрение, пренебрежение или обесценивающие слова. For through their laughter, the others let the ashamed or ridiculous person fall down on another level, as it were. Потому что, смеясь над человеком, люди дают ему понять, что он падает на более низкий уровень. They put themselves in an unattainable, superior position over the ridiculous person. Получается, что они стоят на какой-то гораздо более высокой позиции по отношению к высмеиваемому человеку. It might be helpful. It might be helpful to think of a form of punishment which was still in use until the 18th century. Здесь мы могли бы вспомнить о способе наказания, которые использовались до конца XVIII века. It was putting a person in the pillory to expose him to public disgrace and mockery. Это когда человека привязывали к позорному столбу, чтобы навлечь на него публичное порицание и издевательство. This meant not only a punishment, but also a social exclusion from which the convict could hardly recover again. И это означало не только наказание, но и социальный остракизм, от которого приговоренный уже потом никогда не мог прийти в себя.
Such forms of punishment were finally abolished with the development of the concept of human dignity in Enlightenment. Такие формы наказания были запрещены только во времена просвещения, когда возникли представления о человеческом достоинстве. Let me summarize my considerations so far. Давайте я попробую подвести итог моим соображениям. My starting point was the polarity of lived and corporeal body, of subject and object body. Я начинал говорить о полярности проживаемого и материального тела, субъектного тела и объектного тела. The object body appears when the primary lived body is thrown back on itself. Primary meaning object. The object body appears when the primary or subject body is thrown back on itself. Объектное тело появляется тогда, когда первичное субъектное тело обращается на само себя, ограничивается и превращается в объект. And when the primary or lived body is objectified, corporealized. Иными словами, оно объективируется или материализуется. In early development, this is linked with the emergence of reflexive consciousness. В развитии ребенка это связано с возникновением рефлексирующего сознания. And with feelings of disappointment, embarrassment, shame, and later on guilt. И с возникновением переживаний разочарования, смущения, стыда, а потом и вины. In shame, the gaze of the other is incorporated and taken up into the memory of one's body. При переживании стыда взгляд другого человека инкорпорируется и захватывает, включается в память тела. And the resulting inhibition and corporalization is connected with a fundamental sense of negative self-worth. Возникающее в результате ограничения и материализация связано с фундаментальным ощущением отсутствия собственного достоинства. And I would now go further on to a particular shame disorder, which is body dysmorphic disorder. Сейчас я перейду к описанию конкретного состояния, которое называется дисморфизм. But perhaps we could have a short pause for questions, if there are questions on what I said so far. Возможно, лучше сейчас сделать небольшую паузу для того, чтобы вы могли задать вопросы, которые у вас могли возникнуть. Как вы относитесь к самоиронии с точки зрения иронии как таковой, с точки зрения стыда? Потому что в иронии, в общем, мало унижения, мало какого-то меньше, чем чего-либо унизительного. How would you treat irony and self-irony, which to my mind has not much shame in it, and there is nothing derogative in self-irony? Self-irony is certainly something where you use the capacity of self-distancing in order to gain freedom from or to gain distance from too high demands. Во время самоиронии происходит такое дистанцирование. Вы дистанцируетесь от себя для того, чтобы получить достаточную свободу от слишком больших требований к себе.
So in being ironical about yourself, you lower the demands which could be raised on you. Таким образом, иронично к себе относясь, вы понижаете планку высоких требований к себе. One could say that in being self-ironical, you anticipate the possible laughter, and in this way you neutralize it. Можно сказать, что когда вы прибегаете к самоиронии, то вы ожидаете внешне, что люди вокруг будут смеяться над вами. И в ожидании этого вы таким образом нейтрализуете эту ситуацию. So, because you're laughing at yourself in a certain sense, the others can no longer laugh at you. Поскольку вы в каком-то смысле начинаете смеяться над собой, другие уже не могут над вами посмеяться. Or if they laugh when you're self-ironical, they do it in a rather warm way, in an understanding way. Или когда они смеются, когда человек прибегает к самоиронии, они смеются иначе, они смеются таким же мягким, добрым способом. It is easier to be compassionate or sympathetic to a person who lowers his own self-demands. Легко сочувствовать человеку, который понижает свои претензии. But on the other hand, ironical statements about other persons can be quite hurting. Но, с другой стороны, иронические замечания по поводу другого человека могут быть достаточно болезненные. So perhaps not always shaming, they do not always cause shame, but at least they may cause a feeling of violation. И они могут не вызывать стыда, но могут быть достаточно болезненными. So irony is a double-edged sword. Ирония такой обоюдоострый меч. Позиция превосходства. The superior position. Я с подростками по большей части работаю. I work with teenagers mostly. И вот этот феномен высмеивания неудач других и This ошибок. phenomenon of mocking and laughing at the failures of the others. То есть могу я предположить, что все за этим стоит вот такой страх со своим стыдом столкнуться? Can I assume that there is the fear of confronting their own shame behind this behavior? Yes, I would agree that Да, я бы согласилась. mocking at others or bullying others may be a defense against one's own feeling of self-inferiority. Когда люди издеваются, смеются над другим человеком, за этим может стоять самозащита от того, чтобы они сами пережили вот это ощущение неполноценности. So, in simple words, it is better to laugh at others than to be laughed at by them. Проще говоря, гораздо легче смеяться над другими, чем ждать, когда они будут смеяться над тобой. So, this topic of mockery or bullying is a competition about one's status and worth in the group. То есть вот это смех и издевательство над другими людьми – это борьба за статус в группе. Okay. Вы описали, на мой взгляд, вход в стыд. You have described, as I understood it, the entrance into shame. Ну, вот эту возникающую диссоциацию. This emerging dissociation. А как выглядит феноменологический выход
до человека из этого состояния What диссоциации. would be the phenomenological view of the exit from Спасибо. this state of shame? You mean how I free myself from the experience of shame Вы имеете before в виду, others? как я освобождаюсь от переживания стыда? Каким образом я это делаю? Well, it is not easy to free oneself from the acute experience of shame because it is very overwhelming. Очень нелегко освободиться от острого переживания стыда, потому что это такое чувство, которое переполняет тебя полностью. It is only later on that one can try to regain one's sense of self-worth. И только через какое-то время человек способен восстановить в себе ощущение своего достоинства внутреннего, самоценности. But this happens rather through cognitive means. Но обычно это делается с помощью каких-то когнитивных способов. То есть через разрушение вот этого объективного, воплощенного субъекта. Так я понимаю? That means through destroying this objectified, embodied subject, вы сказали? Да, воплощенный субъект. Yeah, but how could you destroy it? That is difficult to do. Но как же вы можете его разрушить? Это очень сложно сделать. Тогда от стыда, получается, нельзя избавиться. That means that you can't get rid of shame. Yes, in a sense. Take the example of, take the comparison to guilt. Ну, сравните это, например, с виной. In guilt, we have a more humane negative affect, in a sense. More, well, let me explain. In guilt, you can try to excuse yourself. There are certain habits and ways of coming to terms with one's guilt through excuse, through making good for what one did. There are certain social ways of dealing with guilt together. Когда человек испытывает вину, ему легче от нее избавиться, потому что существует масса способов того, как это можно сделать. Можно найти для себя какие-то оправдания, можно свою вину как-то загладить. Социальные способы заглаживания вины, они существуют, их много. So there are forms of compensation, so to speak, compensating for guilt. Есть способы компенсации этой вины. But you cannot excuse for shame. Но найти оправдание стыду невозможно. And part of the real, terrific effect and impact of shame results from the fact that you cannot do very much. И как раз отчасти вот эта вот тяжесть стыда заключается в том, что вы мало чего можете с ним сделать. Remember that in ancient traditional cultures, the concept of honor was so important that losing one's honor in a shameful situation could even lead to suicide, to a socially sanctioned or socially understood way of getting out of life. Если вспомнить, то в более традиционных обществах было понятие чести, которое было настолько важным,
что потерять честь означало иногда, что человек должен был покончить жизнь самоубийством. При этом это была soциально приемлемая причина потери чести, по которой человек мог убить себя. Think of the often committed suicide in the military when a commander suffered a defeat. Например, в армии какой-то командиры оканчивали жизнь самоубийством, когда теряли поражение. Well, certainly situations of catastrophic shame do not always lead to suicide, certainly. Но, конечно, вот это переживание катастрофического стыда не всегда приводит к суициду. But what can you do else than just going out of the shameful, embarrassing situation and wait until it has subsided and your feeling of shame is a bit decreased? Но что еще можно сделать для того, чтобы выбраться из этой ужасающей ситуации стыда? Ну, только вот ждать, когда все немножечко поутихнет, ваше чувство стыда немножечко уменьшится. You can certainly then start to relativize the situation. Потом вы начинаете постепенно видеть и говорить себе об относительности этой ситуации. And say to yourself, well, that was not so catastrophic, I was not guilty, I didn't do something really wrong. Вы можете сказать себе, ну, на самом деле, что ж такого там было катастрофического? Я же не виноват, я ничего ужасного не сделал. And hope that the others will accept you again in the next encounter. И надеяться, что окружающие вас в следующий раз при встрече как-то примут. If you have other ideas on how to exit from shame, then it's fine, but I don't have other ideas. Если у вас есть какие-то представления о том, как можно выйти из стыда, то здорово, но у меня нету их. And I think it's important to see that because it makes clear how potentially destroying or destructive the effect of shame may become. И мне кажется, что это очень важно видеть, что это такая ситуация достаточно безвыходная, потому что это нам показывает, насколько это деструктивная ситуация. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить появившееся в последнее время в обществе увеличение количества фриков? How can you explain the growing number of so-called freaks in the society? Которые своим поведением People, вызывают by their behavior, they challenge the society. и их поведение является неприемлемым, стыдным для большей части популяции. And their behavior would be observed as inadequate and ridiculous to the majority. То есть то, что мы считаем стыдным, является для них What is shameful for us is okay for them. It is difficult to answer this question because I do not have in mind a certain group which you are referring to by the term freak. I would need a bit more, a bit better description of the people who you have in mind. Трудно ответить на вопрос, потому что мне не представить себе группу людей, о которых вы говорите и называете их фриками. Мне хотелось что-то такое более конкретное описание, что, например, что это за люди, что... Вызывающие поведение, вызывающие наряды, challenging behavior, challenging clothes, за общепринятые нормы, стандарты, violating all the norms and standards, которые бросают вызов. social, which challenge the society. Yeah, okay. Acting and behaving explicitly against the norms can be a means of
contraphobic behavior. А вот такое эксплицитное выражение антисоциального поведения, оно может быть направлено на противодействие фобии внутренней своей. So, similar to the persons whom you mentioned before, who laugh at others and mock at others in order to conceal their own lack of self-worth. Как люди, вот было сказано о подростках, которые смеются и издеваются над другими для того, чтобы скрыть свой страх того, что они попадут в стыдную ситуацию. So similar to that, one could say that the people you have in mind act against the norms in order to act against their own fear of not achieving the norms. Когда люди открыто и вызывающе нарушают нормы, возможно, за этим стоит их стремление скрыть свой страх, когда они контролируют это поведение. Это, возможно, противодействует их страху, что они нарушат нормы и над ними будут смеяться. So the mechanism is similar to contraphobic behavior. Это механизм, который схож с противофобическим поведением, контрфобическим. There are many people who, for example, do very dangerous things, dangerous driving, dangerous climbing, or similar dangerous actions because they want to fight their hidden inner fear. Это похоже на то, как люди, которые делают какие-то очень опасные вещи, опасная езда, опасные какие-то поступки, куда-то залезают, что-то такое делают, и часто они делают это для того, чтобы противодействовать своему страху. So similarly, one could interpret, at least in part, such a behavior, freak behavior, as contraphobic or contra-shame behavior. Поэтому вот можно отчасти, только отчасти описать такое поведение фриков как контрфобическое и противодействие стыду своему. But that is certainly not the only explanation. Но это, конечно же, не единственное объяснение. The affect of shame is not something that we find equally in different social groups. Переживание стыда, оно не разное в разных социальных группах. There are people who are less prone to shame. Есть люди, которые менее поддаются стыду, чем They have not learned to be ashamed, so to speak. которые, можно сказать, не научились еще стыдиться. And in German there is the term Fremdscham, so being ashamed instead of another, so to speak. По-немецки есть такой термин «Fremdscham», который означает, что ты стыдишься за другого. Тебе стыдно за... That means you feel ashamed in identification with another person who should feel ashamed but does not feel ashamed. Получается, что ты стыдишься, это такая идентификация с другим человеком, который, казалось бы, должен был стыдиться, но ему не стыдно, а тебе за него стыдно. So you don't understand it, but obviously this person doesn't care. Тебе это непонятно, но очевидно, что этому человеку наплевать. And you feel ashamed instead of him. И ты чувствуешь стыд вместо него. So this shows at least that the disposition to shame is
unequally distributed. Это, во всяком случае, показывает, что склонность к стыду, она неравномерно распространена среди людей. Okay. В продолжение вопроса. Нет ли ощущения того, что повышается порог стыда в обществе? То есть люди становятся менее стыдливыми, и стыд куда-то может исчезнуть вообще для человека в будущем? I'm wondering if this phenomena of freaks shows the rising of the limit of shame of the level, meaning that there are less shame in the society. So maybe in future we can think that there is no shame. Mm-hmm. So you don't mean a rise, but a lowering of the level of shame. No, yeah, a rise of the level of shame. So shame becomes, okay, I see. Yes, that may be true. It's difficult to make a sociological diagnosis here. Здесь очень трудно какие-то социологические прогнозы строить. But many tendencies that we observe in our society speak for a lack of shame proneness or shame disposition. Но есть какие-то исследования, которые показывают, что склонность к стыду уменьшается в некоторых людях. That may be in part due to the rise of social media and the internet, where a lot of disgraceful pictures or actions are shown to everybody. Может быть, это связано с социальными медиа или с интернетом, потому что там мы можем увидеть огромное количество всяких вещей, которые, казалось бы, неприемлемые. And if you look at certain politicians, it seems that they are less caring about the usual norms, and they act quite frankly racistic, for example, without shame. Если взглянуть на некоторых политиков, то тоже видно, что они как бы переступают какие-то существующие нормы. Например, выступают с какими-то расистскими заявлениями, которые были неприемлемы раньше. So I don't need to mention names, but you know whom I mean. Мне, наверное, не нужно называть по имени, но вы представляете, кого я имею в виду. But on the other hand, I don't think that shame will ever vanish. Но с другой стороны, я не думаю, что стыд когда-нибудь совсем исчезнет. And even in the internet, you can find that social media also, on the other hand, increase the possibility of shaming a person. Но с другой стороны, тот же интернет говорит о том, что существуют вот социальные медиа, они увеличивают возможность людей стыдить другого человека. So there's the phenomenon of cybermobbing or cyberbullying. Такой кибербуллинг, который. So you see that the tendency towards shame to rise or to decrease is not clearly visible. It's not clear. There are both directions. Так что можно сказать, что здесь есть два направления развития истории со стыдом, и поэтому непонятно, как они между собой, кто победит. And since shame is so fundamentally related to our status in the social group, I do not think that it will ever vanish. Поскольку стыд настолько важен в определении нашего статуса в социальной группе, что я не думаю, что он когда-нибудь совсем исчезнет. There was another question. Yeah. Я хотела спросить, все-таки немножко ближе к терапевтической ситуации. I wanted to ask a question
closer to the therapeutic situation. Yes, please. Может ли быть все-таки, хочется в это верить, что принимающий, такой поддерживающий, теплый взгляд терапевта мог бы быть таким своеобразным средством, которое постепенно все-таки влияет на уменьшение склонности к стыдливости клиента? Can we assume that a loving and caring gaze of a therapist would be a sort of antidote to the shamefulness of the client and would act as something that diminishes, helps to diminish this shame? Absolutely. Да, конечно. It is even of fundamental importance to address the hidden feelings of shame in a patient or in a client. Да, абсолютно. И очень важно обращаться к скрытым переживаниям стыда в клиенте или в пациенте. Clients will usually try to conceal these situations or to avoid situations where shame comes up. Обычно клиенты стараются скрыть или избежать ситуаций, в которых возникает стыд. Because shame is so painful and so embarrassing, as we have seen now. Поскольку, как мы уже видели, стыд настолько болезненное переживание и настолько неловкое переживание. But one of the most important changes that we can achieve in psychotherapy Но одно из самых важных изменений, которых мы можем достичь в терапии, is giving the patient a new experience in a situation where he would feel or he does feel shame. это представлять пациенту, клиенту возможность ситуации, в которой он бы испытывал стыд. For example, if he reports a situation which he is very ashamed of. Например, он рассказывает о какой-то ситуации, в которой он очень стесняется, And стыдится. this needs, on the one hand, a lot of trust into the therapeutic relationship. Но, с одной стороны, это требует огромного доверия в терапевтических отношениях. But if the therapist then reacts with an attitude of understanding and compassion, Но если на такую ситуацию терапевт отреагирует с пониманием и с сочувствием, and of course with a loving gaze, и, конечно, любящим взглядом его this одарит, will be a fundamental corrective emotional experience for the patient. это, конечно, будет фундаментально корректирующий опыт для пациента. So, in a sense, one could say this is a way out of an exit to shame, as you were asking before. Так что, в принципе, можно это рассматривать как способ выхода из стыда, о котором мы уже говорили. So, but it is dependent on the particular mutual trust and understanding in the therapeutic relationship. Но это зависит, конечно, от обоюдном доверии и отношениях терапевтических. And it is much more difficult to get an exit to shame in the normal interpersonal situation. И гораздо труднее дать выход стыду, позволить ему покинуть себя в обычных ситуациях, за рамками терапии. And this makes it all the more important for the therapist to be very carefully aware of possible shameful experiences that the patient could perhaps avoid to report. Поэтому очень важно, чтобы терапевт был внимателен к возможным ситуациям стыда, о которых клиент не спешит ему рассказать.
And the patient and the therapist should then not avoid these situations himself. Пациент будет сам избегать эти ситуации. The therapist should be aware of possible shameful situations and not avoid them. Терапевт должен стараться заметить эти возможные стыдные ситуации и не избегать их. There was another question, yeah? I would like to continue with the previous question. Только с другой стороны, есть категория возможных клиентов, скажем так, психопатического склада, которые как раз наоборот не испытывают и не чувствуют стыда. There's another category of clients and patients who are inclined into psychopathic behavior, and they don't experience shame as much. All this shame, guilt, and self-consciousness together. И вот такой же подход, я понимаю, что не так быстро, мог бы быть полезен для них тоже, когда вот внимательный взгляд видящий. And whether this approach of very attentive gaze of the other would be helpful to them too. Yeah, absolutely. Да, конечно. You're talking about patients with certain severe personality disorders, I assume. Вы говорите о пациентах с такими серьезными личностными расстройствами личности. And if you're talking about dissocial personalities or psychopaths, Если говорить о диссоциативных клиентах и психопатах, then it is certainly true that these persons do usually not experience shame nor guilt. это правда, что такие люди очень редко испытывают стыду или вину. They are in that sense cold with regard to such experiences. They just do not feel them. Они, если можно так сказать, холодны к такому переживанию. Они редко его испытывают. The reasons for this deficit are various, and it's not easy to explain this. Причин такого дефицита много, и они разнообразны, и их сложно было бы рассмотреть. But regardless of how we can explain it, the problem is that such feelings can hardly be learned later on. Но вне зависимости от причин их появления, такого дефицита, вряд ли у них разовьется это переживание, потому что на более поздних этапах жизни оно не развивается. So shame and guilt cannot be acquired in later life, in adult life. То есть во взрослой жизни человек вряд ли может приобрести переживание стыда и вины. So the only possibility that remains is to appeal to the self-interest of the dissocial person. И поэтому единственный способ – это обращаться к тому, чтобы показывать диссоциальному элементу, что это в его интересах. Or even to threaten the resulting or the necessary punishment. Или, может быть, угрожать ему наказанием, необходимым и обязательным наказанием. Because only through revising his priorities and adapting to the social norms, the dissocial person will
live in a more constant and less threatened way. Потому что только через пересмотр своих приоритетов и адаптацию социальным нормам этот человек сможет поддерживать более постоянный и не такой угрожающий способ бытия. So he has to learn and to understand that living according to the norms, to the social norms, has an advantage for him. То есть этот человек должен понять, что для него жить по социальным нормам будет представлять собой такой интерес, ему это многое даст. And this might serve as a substitute for the missing shame and guilt feelings. И это может заменить ему отсутствующие переживания стыда и вины. Okay. And should we? Yeah, I think we have. It's time for the break now. Okay. Thank you very much for the questions. Спасибо за вопрос.